Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовлю тонкий дрожжевой лаваш в духовке. Мягкий, тонкий и очень эластичный, который легко сворачивается, не рвется и долго остается свежим. Именно такой лаваш идеально подходит для рулетов, шаурмы, закусок и домашних лепешек. Благодаря небольшому количеству дрожжей тесто получается нежным и податливым. Лаваш равномерно пропекается в духовке и не пересыхает. Готовится из самых простых ингредиентов, не требует долгого замеса и отлично получается в домашних условиях. Такой лаваш – настоящая находка для тех, кто любит не просто лаваш, а лаваш с начинкой. Теперь большой тонкий лаваш легко сделать дома. Для приготовления теста мне понадобится в теплую воду, температура примерно 36-37 градусов, добавляю сахар, всыпаю дрожжи, перемешиваю. Оставлю постоять примерно на 5-7 минут. Просеиваю в миску муку. Муки для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше. Смотрите по консистенции. Я сейчас просеиваю всю муку, потому что я готовлю этот лаваш часто и точно знаю, сколько мне надо. Дрожжи начали вот так хорошо пузыриться. Добавляю соль и добавляю 2 столовые ложки растительного масла. Я использую оливковое, можно использовать любое. Перемешиваю. Вливаю смесь в муку и замешиваю тесто. Оно должно получиться очень мягким и нежным, не забитым мукой. И я хочу немного объяснить, для чего нужны дрожжи в тонком лаваше. Это не для подъема. Они добавляют именно эластичность и гибкость. Дрожжи мягко разрыхляют клейковину, и лаваш легко сворачивается, не ломается и не трескается. А без дрожжей этот лаваш будет быстрее сохнуть и становиться ломким. Количество дрожжей здесь просто минимальное, и тесто не поднимается сильно и не становится как хлеб. И что очень важно, нет такого резинового эффекта, структура более нежная. Хорошо замешиваем тесто, чтобы не осталось сухой муки. Тесто здесь получается такое достаточно нежное, чуть-чуть липковатое, буквально совсем немного. Но муку я сюда уже не добавляю. Сейчас я его домешу на столе. Просто немного повымешиваю, буквально пару минут. И тесто станет более гладким и эластичным. И перестанет прилипать к рукам и к столу. Посмотрите, какое нежное тесто получается. Беру миску, смазываю буквально каплей масла. Выкладываю тесто. Закрываю пленкой. У меня это вот такая шапочка. И оставляю постоять примерно на 30 минут. Здесь не надо большого подъема теста, просто чтобы оно отдохнуло и слегка разрыхлилось. Посмотрите, какое сейчас тесто у меня получилось. Оно немного подошло, буквально совсем чуть-чуть увеличилось в объеме. Также я сразу сейчас включаю разогреваться духовку и ставлю в духовку противень. Это у меня такой рабочий противень, на котором я очень часто пеку именно пиццу или хлеб, или вот такой лаваш. Буду его ставить в духовку обратной стороной. Так легко лаваш будет сниматься. Духовку я включаю на максимальную температуру. У меня это 270 градусов. Если у вас температура духовки чуть меньше, в этом нет ничего страшного. Включайте на максимальную. Тесто достаю из миски. Видите, какое оно нежное. И разделю на 6 равных частей. Каждый кусочек теста получится примерно 108-110 граммов. Все кусочки подкатываю в шар. Накрываю сверху пленкой и оставлю отдохнуть минут на 5. Пока отдыхает тесто, подготавливаю противень с полотенцами. У меня вот такой противень. Выкладываю полотенце одно снизу и сбрызгиваю его водой.
оно должно быть влажным. И, конечно, понадобится вот такой пульверизатор для того, чтобы сбрызгивать лаваши. Верхнее полотенце также сбрызгиваю водой. Вот таким образом все подготовили, и теперь можно печь лаваши, потому что готовятся они просто моментально, буквально 3 минуты. Очень быстро. Стол я подпыляю мукой. Беру первый кусочек теста. Вот так вот его немного в муку. И слегка раскатываю скалкой. Вообще лаваш можно полностью раскатать скалкой, как можно тоньше. Но я вам покажу, как сделать это проще. Раскатываете вот примерно в такую продолговатую лепешку. И теперь начинаете тесто немного вытягивать. Оно под собственным весом само начинает растягиваться. Вы вот так его в руках просто сначала слегка прокручиваете. На самом деле это все очень легко делается. Затем вот так вот в руках, можно его немного растянуть. Стараемся оставлять продолговатую форму. Тесто тянется и становится очень тоненьким. Еще раз повторюсь, если хотите, вы можете его полностью раскатывать скалкой. Оно тоже будет легко раскатываться. Теперь я выкладываю тесто на стол. И, конечно, при растягивании самые толстые места – это вот эти краешки. Их можно слегка прокатать скалкой. Посмотрите, как тоненько я растянула тесто. Оно фактически все просвечивается. И теперь я достаю горячий противень из духовки. Друзья, самое главное, действуйте аккуратно, чтобы не обжечься. Я беру мой лаваш, сразу выкладываю его на противень и отправляю в духовку. И пеку лаваш при максимальной температуре духовки примерно 3 минуты. Он должен слегка подрумяниться. Видите, в духовке он начинает вот так вот немного пузыриться и сразу подрумянивается. Самое главное, выкладывайте на горячий противень. У меня прошло буквально 3 минуты. Первый лаваш готов. Я его сразу перекладываю на поднос и сбрызгиваю водой с 2 сторон. Посмотрите, как он хорошо подрумянился. Выглядит просто великолепно. Закрываю сверху влажным полотенцем и пеку следующий лаваш. И также сверху полотенца я еще прикрываю пленкой. Так как лаваш сейчас такой еще получается довольно хрустящий, и он должен стать мягким. Я точно так же раскатываю следующий кусочек теста. Чем оно дольше лежит, тем легче раскатывается и растягивается. Если надо, пользуйтесь мукой, чтобы ничего не прилипало. И снова повторяю все точно так же. Тесто немного раскатываю, а затем растягиваю. Растянула следующий лаваш. И точно так же отправляю его в духовку. На горячем противне лаваш сразу начинает готовиться. Сразу же горячий лаваш сбрызгиваю водой. Этот у меня даже больше подрумянился. Посмотрите, сейчас он такой плотненький. Обязательно закрываем полотенцем и сверху пленкой. И печем следующий. Я пока снимаю, прикрываю и сразу выкладываю следующий. Отправляю в духовку, а потом уже сбрызну водичкой. Сколько подрумянивать лаваши, вы решайте сами. Мы любим, когда вот такая есть поджаристая корочка. Тогда, на мой взгляд, лаваш получается более вкусный и аппетитный. Посмотрите, какой уже мягкий становится лаваш, который я пекла первый или второй. Они все потихонечку становятся вот такими мягкими. Те лаваши, которые вы только достали из духовки, обязательно обращайтесь с ними аккуратно, чтобы они не треснули, пока они еще хрустящие. Я испекла все 6 лавашей, и сейчас я их оставляю еще полежать под влажным полотенцем. Надо, чтобы все лаваши стали мягкими. У меня прошло примерно полчаса, и все лаваши стали вот такие мягкие, очень классные. Обязательно попробуйте такой способ. Я уверена, у вас тоже получится и вам лаваш понравится.
А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, поставьте ему лайк, напишите комментарий и подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты. Всем пока!